В первую очередь хотелось бы узнать у вас, как вы оценили все итоги прошедшей тренировки, какие выводы можно сделать? Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково, организовано. Взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник Генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать. Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный и эффективный комплекс «Искандер». Вы это все могли наблюдать, ничего не прятали. Поэтому я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать. Но вот еще до начала учения реакция Запада была такая крайне нервная, можно даже сказать, какая-то ядерная истерия с их стороны началась. Но вот какой был наш истинный посыл? Вы знаете, то, что у них там нервная реакция, мы это видим. Вот министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, и которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать, а эта глубина приличная. Здесь есть и средства обнаружения и наблюдения солидные, самые передовые.
задействованы из Российской Федерации, поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия их, понятно, но напрасно. Напрасно, я же говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят, в том числе ядерные державы, которые имеют на вооружении ядерное оружие. Но в противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? Чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто. Завтра все успокоится и вернется на круги своя. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну а с нашей стороны что нового для вас? Ничего. Я больше того говорил, мы готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава Богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 39-41 годов. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну, а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия, ну, вы же понимаете, мы мужики, и сегодня уже трудно сказать, что, и нельзя сказать, что наша армия мужская. Очень много женщин служат, военнослужащих. Вот те, кто служит, они должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую. Поэтому никому не угрожаем, ни в коем случае. Но если, не дай Бог, мы церемониться не будем. Александр Григорьевич, насчет как раз-таки войны. Вы всегда говорите о том, что мы готовимся к войне, и даже сейчас это повторили. Ваши слова трактуют по-разному. Вот Зеленский, например, он уже тоже впал в определенную истерику и обеспокоен очень сильно вашими контактами с президентом России. У него несколько прям вариантов того, как могут развиваться события. Он уверяет, что Беларусь будет непременно втянута Россией в войну, и мы либо на Украину будем нападать, либо на одну из стран НАТО. Что вы думаете по этому поводу и как мы на это будем реагировать? Вы знаете, вы заметили, никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет, и анализировать обстановку. Ну, может, я не все знаю, это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше Отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока. Тоже не секрет, я тоже об этом говорю. Поэтому, если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной. Никому не надо 1500 километров между Белоруссией и Украиной для того, чтобы воевать. А то, что он нас пытается пугать, это не для меня, потому что я знаю, какая оборона в Украине на их территории, на их части границы. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят, захватывают, перехватывают и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, я не хочу, чтобы они погибали, потому что я понимаю, что это такие люди, как вы. И женщины, мужиков всех гребут и
территориальную оборону эту выставляют против белорусской армии на этой границе. Я не хочу, чтобы они погибали, эти неподготовленные люди. Это во-первых. А во-вторых, мы хорошо знаем оборону украинской границы. Я не хочу, чтобы погибали там наши люди. Зазря погибали. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще, может, что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем. Но хочу вам сказать главное. Когда я слышу с Украины определенные заявления, я не думаю там о том, что они говорят. Ясно, что они будут говорить. Я не переживаю за то, что они наших беглых туда таскают в Украину и с ними пытаются как-то установить отношения. Это такой элемент шантажа и запугивания. Ну, вы же понимаете, это не для меня. Я на шантаже, запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующее заявление, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос, зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении президенту Украины? Ну зачем? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского. Ведь Зеленский молчал. Ему задают вопрос, а чего ты молчишь? Мы тут за тебя впереди, в штурмовых отрядах, а ты молчишь. Ну, Володе Зеленскому пришлось что-то говорить. Ну, дальше, видимо, ему понравилось это говорить. Мы тоже не реагируем, а ему хочется, чтобы мы реагировали. Поэтому, раз он хочет, чтобы мы реагировали, мы не будем реагировать на все его заявления. Мы знаем главное, украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло. Вот с нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся, мы не намерены. Но мы видим ситуацию, наши вооруженные силы выведены из мест постоянной дислокации, из казарм вышли и расположены на направлении главного удара. Мы там дежурим. Надо это нам? Ну да, тренируются военные, но желательно лучше бы они были в казармах. Спокойно, тихо, по распорядку. Я это хорошо знаю, как бывший военный и рядовой, и сержант, и офицер. Поэтому желательно, чтобы они были дома, если можно это назвать домом. Но приходится дежурить. Такова судьба наша. Поэтому вот такая вот обстановка. И вы можете, я еще раз подчеркиваю, война идет в средствах массовой информации, и вы на передовой, к сожалению. И особенно женщины наши, они воюют на передовой в средствах массовой информации. И я же понимаю, что вы всячески верите президенту и поддерживаете его. Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями прежде всего. А дальние люди, ну мы не все показываем вам, но вы же хитрые, вы же в пункт президента входите, вы видите, что недавно здесь побывали очень высокопоставленные люди из дальних стран. Они нас понимают и в принципе поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал, ребята, вы не волнуйтесь, мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и президент России. Но я-то хорошо это знаю. Поэтому меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому
мы всячески будем к этому готовиться. Вот министр обороны мне сегодня 3 часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов и заканчивая кадровыми вопросами. И если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере у меня, эта тема на столе. Я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте, не дай бог что-то. Ну, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет, как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно, и это для нас очень важно, и в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не собираемся.